Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что, девчоночки, сегодня новый урок. Поехали! Сегодня мы с вами будем делать коррекцию для девочки, которая ко мне приехала из Нового Уренгоя. По-моему, так, Ириночка, поправь меня, если я неправильно где-то тебя поселила. И да, это не та аэрография, которую мы вчера с вами рисовали, это совершенно другие ручки. Аэрографию делала Ира себе самостоятельно, поэтому эти ручки для меня, не скажу, чтобы новенькие. В том году мы с вами коррекцию на них уже делали. Эта клиентка у меня постоянная, приезжает ко мне раз в год в отпуске. Поэтому я была очень рада ее увидеть и в этом году. Сегодня мы будем делать коррекцию, будем делать две разные руки, потому что у нас отпуск еще позволяет. Кстати, вот эти вот ноготочки клиентка делала себе самостоятельно после прошедшего у меня обучения в онлайне. Итак, мы подготавливаем ноготки к коррекции, отодвигаем кутикулу, убираем птриги, все как обычно, ничего не меняется. В этом месте вы уже, наверное, как молитву вместо меня можете говорить все эти этапы, но тем не менее много новеньких у нас смотрят видео, для того, чтобы для них не было чего-то сильно экстремально интересного, я отвечаю сразу же на все вопросы. Девочки, напоминаю, пожалуйста, давайте чуть-чуть активнее на канале, чтобы YouTube присылал оповещения большинству моих зрителей, потому что почему-то это не происходит. Если вам не приходит оповещение, проследите, включен ли у вас колокольчик уведомлений, то есть если у вас колокольчик не включен, то оповещения вам присылаться не будет. Ну и, конечно же, огромное спасибо вам за лайки, за комментарии. Мне безумно приятно, что моя работа вам нужна. Итак, у нас парочка поломанных ноготочков. Для того, чтобы их нарастить, мы подставляем бумажные шаблоны. Для того, чтобы наш шаблон стал четко под ноготочек, мы делаем ему сначала выкройку, а потом насечки в точках вроста. Что такое точки вроста и где они находятся, мы с вами разобрали тогда, когда разбирали опил на форму миндаля на моих руках. Итак, подставили шаблоны и на шаблон делаем тоненькую подложечку прозрачным материалом, потому что всю остальную работу мы будем выполнять полигелем, и нам нужна основа, куда мы будем его выкладывать. Полигель мы с вами красим. На самом деле покупать цветные полигелевые материалы я не вижу никакого смысла, потому что полиматериалы красятся просто замечательно, буквально за 2 секунды превращаются из полупрозрачного в крашеный. Кстати, в данный раз мы с вами красим не прозрачный полигель, а прозрачно-розовый. Как вы видите, никакого оттенка он не дает. Блестки у нас получаются замечательно красивые, блестят, как будто мы их добавляли в прозрачный материал. Именно поэтому я и решила, что прозрачный материал мне для продажи не нужен, потому что прозрачный материал, в нем нет какой-то такой сильной необходимости. Из него чисто под лак ногти делать не совсем интересно, потому что не видно цвета, где вы попилили, где не попилили. А вот прозрачно-розовый как раз-таки справляется со всеми основными задачами. Мы же тем временем на палитре слегка, немножечко перемешали наши полиматериалы, чтобы получить интересные разводы, и в одну капельку моделируем ноготочек. Сразу же следим за тем, чтобы архитектура у нас получилась максимально похожая на оригинал. На средних пальчиках мы будем закладывать аквариумный дизайн, поэтому мы тоненько, очень тоненько, буквально промазали наш ноготочек полиматериалом. На этом всем рисуем прожилки при помощи гелевой краски и будем делать лепочку. То есть наша основная задача в данном случае сделать цветную подложечку под нашу лепку, но в то же время проследить за тем, чтобы эта подложка была максимально тонкой. Остальные ногти мы с вами смоделировали в полный объем, а здесь делаем тонюсенький прослой, потому что лепка у нас тоже объемная, ее нужно будет еще запечатать, перекрыть материалом, поэтому если мы здесь сделаем толстый ног,
ногти, то потом уже перекрыть ничего не сможем. У нас получатся нашлепки на ногтях вместо ногтей. Линии рисуем совершенно произвольные. Здесь стараемся сразу же задать композиционное решение, потянуть ноготочек, если необходимо, в какую-то из сторон. Ну и, собственно говоря, ничего сложного. Линии можно тонкие, можно и не совсем тонкие. Потом выполняем лепку. Лепим при помощи геля пластилина, следим за тем, чтобы лепка была у нас максимально плоская. Опять же, в целях того, чтобы не создавать дополнительный объем нашим ногтям. Нам нужно сделать таким образом, чтобы на выходе у нас получились красивые, тоненькие, изящные ноготки. Разлепляем цветочки и получаем вот такой вот симпатичный дизайн. Итак, вот она наша лепочка в готовом варианте. Видите, что она совершенно не торчит над поверхностью, потому что если будет слишком вытарчивать, то она либо спилится, либо просто для того, чтобы ее перекрыть, понадобится слишком много материала. Для того, чтобы наша лепка объемнее смотрелась после перекрытия, мы добавляем теней в серединку. Берем красочку и растушевываем ее таким образом, чтобы в серединке получились тени. Ну и, конечно же, на краюшке лепесточков немножечко натушевываем белой яркой красочки для того, чтобы опять же подчеркнуть объем. Потому что, когда мы будем перекрывать материалом, материал у нас этот объем немножечко, конечно же, съедает, потому что поверхность получается ровная, не такая объемная. Поэтому в целях подчеркивания всяких разных объемов используются приемы со светотенями. Кстати, здесь мы решили немножечко пробежаться светотенями и по фону наших ноготков, для того, чтобы опять же подчеркнуть какие-то более объемные моменты. Внимательно следим за качеством растушевки наших светотеней. Если мы плохо растушуем, то будет смотреться довольно-таки неопрятно. Поэтому очень внимательно, очень хорошо растушевываем все переходы. Особенно это касательно светлых мест, ну и темных тоже. Если останутся какие-то полоски от кисточки, это все будет неопрятно выглядеть. Далее в серединку цветочка добавляем бусинку из геля с блесточками и перекрываем все это при помощи геля средней вязкости. К сожалению, этот момент у меня куда-то потерялся. Ну все, не слава богу, как обычно. Не могу я снять нормальный ролик в хорошем качестве, с нормальным цветом, с нормальной резкостью, чтобы при этом еще и все было на месте. Поэтому куда-то потерялось перекрытие средней вязкостью гелями. Но мы с вами аквариумы уже не раз делали. Ссылочки на другой аквариум с лепкой я для вас оставлю в комментарии. Если кто-то не видел, обязательно посмотрите. Там был этап с перекрытием. Здесь ничего сложного, просто перекрываем материалом, стараемся задать сразу же верную архитектуру. Далее при помощи фрезера опиливаем основной материал, который мы видим, что он явно лишний, и пилочкой доводим всю нашу конструкцию до идеала.
Вот такой потрясающий аквариум у нас получился. Очень красиво смотрится. Какие-то самые объемные части цветочка немножечко подспилились, но от этого цветочек не стал хуже и менее объемным. Но у нас было много свободного времени, у меня была замечательная клиентка, с которой безумно приятно работать. Мне не захотелось ее так быстро от себя отпускать, поэтому мы решили сделать еще и верхнюю лепку для нашего аквариума. Итак, тем же гелем-пластилином вылепляем верхние объемные цветочки. Здесь уже можно делать объем такой, какой нам хочется. Мы ничем это перекрывать не планируем, поэтому цветочки можно сделать довольно-таки объемные. Кстати, девочки из онлайн-курса лепки, обратите внимание, вот эти мелкие пятилистнички, которые мы с вами изучаем на этом курсе, всегда замечательно смотрятся в любом дизайне. Вот в таком варианте их можно между собой сочетать. Ну а для тех, кто не был на онлайн-курсе лепки, обратите внимание на работу моей кисточки. Я вам в каждом ролике повторяю не раз, что лепочка должна быть облизанная. Кисточкой вы должны вылизывать каждый лепесточек. А для того, чтобы дизайн стал поистине шулуновским, как мне написали недавно в комментарии, мне это очень понравилось, украшаем его при помощи стразиков. Добавляем стразики в серединку наших лепленных цветов и немножечко по всему ноготку. Как обычно, после добавления страз дизайн становится поистине волшебным. Итак, сегодня мы с вами сделали и разобрались в огромном количестве ногтевых всяких разных прибамбасов. Мы с вами сделали лепку при помощи геля-пластилина, сделали внутреннюю лепку, сделали внешнюю лепку, разлепили цветочки, разобрались, как их лепить, посмотрели внимательно, как работает кисточка. Запечатали цветочки, прорисовали каких-то линий. После того, как линии прорисовали, нам показалось мало, мы прорисовали линии еще и на остальных пальцах. В общем, оторвались на полную катушку. И результат с клиенткой нас безумно порадовал. Напишите мне, пожалуйста, в комментариях, порадовал ли вас такой богатый дизайн. Или вы считаете, что это все-таки слегка слишком. Я же благодарю всех за внимание. Спасибо всем большое, кто посмотрел ролик от начала до конца. Всех люблю, целую. Спасибо вам за поддержку моего канала. Я же на сегодня с вами прощаюсь. Всем до новых встреч. Пока!